На Ближнем Востоке началась новая война, но о ней мы поговорим сегодня вечером или завтра утром, пока маловато деталей для хорошего ролика. Поэтому сейчас перейдем к нашим баранам. У нас вновь эпоха разговоров о масштабных блокировках. С подачи Владимира Путина пошли активные слухи о том, что Телеграму и всем прочим зарубежным мессенджерам до конца года придет конец, и всех их заменит государственный ВК Макс, который, по замыслу авторов, будет чем-то вроде китайского Вичата. Не просто мессенджером, а государственной платформой с доступом к госуслугам. Есть одна весьма очевидная мотивация политического режима. С 2012 года, с момента массовых протестов, интернет, на который раньше власти не обращали должного внимания, объявлен главной угрозой и инструментом иностранного влияния. С тех пор, пусть и с переменным успехом, но очень последовательно, предпринимаются попытки поставить интернет под контроль. Принимается первый закон о блокировке сайтов. В 2014 году с большой помпой выкатывается национальный поисковик «Спутник», который должен был стать нашим Байду, а стал посмешищем. Тогда же принимается стопка нормативных актов, которая любые данные, переписку, файлы, любую активность внутри российских ресурсов делает достоянием местных силовиков. Все эти годы никто особо не скрывал, что финальная цель как минимум воссоздать китайский интернет, полностью зацикленный на себе, где государство в реальном времени может цензурировать даже личную переписку. А как максимум создать идеальную реальность, где российский интернет физически не связан с мировым. Есть и вторая заинтересованная сторона, активность которой мы наблюдали прямо сейчас. Это руководство ВК во главе с сыном Кириенко Владимиром, который явно и недвусмысленно лоббирует создание государственного интернет-монополиста. Явно просматривается идея построить Роснефть для интернета. Корпорацию, которая будет контролировать все массовые сервисы, видеохостинг, мессенджер, музыку, платежную систему, маркетплейс и даже цифровое образование, которая закрывает собой 90% потребностей пользователей, а главное, контролирует все государственные деньги, которые вкладываются в интернет. Все деньги на пропаганду, все проекты цифрового импортозамещения, все средства слежки за пользователями. Задача начальства ВК – аккумулировать у себя все бюджеты, которые сейчас распределяются на тысячи разных игроков. Сделать такой сервис, который для государства способен в одиночку сделать вообще все. Запихнуть всем пользователям в глотку эфир Соловьева, в реальном времени выдать всю переписку, все платежи, все покупки, всю историю просмотров. Сделать главной звездой любого, кто государству нравится, и предать забвению всех, кого нужно забыть. Чтобы любой условный певец, решивший дать какое-то нелояльное интервью, понимал, теперь не будет долгого пути от иноагента до экстремиста. Просто из единственного доступного россиянам сервиса одним кликом исчезнут не только песни, но любое упоминание имени. ВК – это масштабная концепция по превращению интернета в телевизор. И никак иначе эта идея не может продаваться, кроме как в пакете с блокировками. История поисковика «Спутник», государственной Википедии, история самого ВК в последние годы однозначно показала – никакие государственные миллиарды не мотивируют пользователей отказаться от того же Телеграма и писать в национальном мессенджере от ВК, если альтернативы не будут напрочь заблокированы. Поскольку последние новости связаны именно с перспективой блокировки Телеграма в пользу госмессенджера, поговорим мы именно об этом. Сразу надо сказать, мы не имеем ни малейшего понятия о взаимоотношениях российского государства с Павлом Дуровым и его главным сервисом. Мы читали расследования важных историй. Мы понимали и раньше, что Дуров иногда обманывает аудиторию, как минимум он соврал о своих поездках в Россию. Но в технологическую дискуссию специалистов о возможностях ФСБ по доступу к Телеграму мы вступать не будем, потому что вы с ней и без нас прекрасно ознакомитесь. Понятное дело, с Телеграмом связано много сомнительных историй. Понятно, что антагонизм российского государства и Павла Дурова последним сильно преувеличен. Но как бы там ни было, в какой бы степени российское государство не давило на Телеграм, глобально этот сервис режиму враждебен. Наряду с Ютубом Телеграм – главная площадка для независимых СМИ. Иногда эти независимые СМИ могут загадочным образом исчезать. На некоторых сообществах откуда ни возьмись может возникнуть плашка «фейк», но случаи такие все-таки весьма единичны. Самый громкий из таких инцидентов – удаление бота умного голосования накануне выборов в Госдуму в 2021 году. Но тогда нагнули вообще всех, включая YouTube,
физически взяв в заложники сотрудников российского Гугла. Какая бы степень контроля над Телеграмом ни была у российского государства, она для него все еще недостаточна. Даже если на Дурова можно надавить для блокировки и удаления чего бы то ни было, это явно каждый раз большой геморрой. Каждый раз надо договариваться или угрожать. Это совершенно не то же самое, что иметь прямой доступ к админке ВК с любого компьютера на Лубянке и Старой площади. Примерно та же ситуация и с личной перепиской в Телеграме. Если хотите наше мнение, то мы, с одной стороны, не думаем, что ФСБ получает доступ к вашей переписке, по крайней мере, со стороны самого Телеграма. С другой же стороны, если вы для российских спецслужб представляете какой-то интерес, нельзя назвать переписки на чувствительные темы в Телеграме хорошей идеей. Но суть совершенно не в этом. Суть в том, что держать в одном кулаке и всю новостную повестку, и весь развлекательный контент, и все личные коммуникации пользователей с их потребительскими привычками и вкусами – это совершенно иная степень контроля над обществом в целом, не идущая ни в какое сравнение с возможностью просто давить на любые сторонние сервисы. Простите за каламбур, но когда ВК Мессенджер заявляется как средство доступа к государственным услугам, то прочитать это можно иначе. Эволюция ВК, которую сейчас пытаются форсировать, сделает весь интернет одной большой государственной услугой. ВК-видео показывает то, что государство разрешает смотреть. На маркетплейсе ВК царствуют близкие к государству производители и продавцы. Чарты ВК-музыки состоят из артистов, которые с кем надо дружат, и за которых этот кто надо может попросить. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, быстро продолжим. Сегодня карта зарубежного банка не излишество, а необходимость. Если вы пользуетесь иностранными сервисами или планируете поехать за границу, вам понадобится карта, которую можно будет пополнять из России. Если вы фрилансер и планируете выйти на международный рынок, вам понадобится счет в зарубежном банке для того, чтобы получать ваш гонорар. Сервис Visa Tut One поможет вам открыть банковский счет в турецком, киргизском или армянском банке удаленно и оформить карты Visa и MasterCard. С помощью этих карт вы сможете совершать международные платежи, бронировать отели, оплачивать онлайн-сервисы. Сможете подключить их к Google и Apple Pay. Головной офис компании находится в Казахстане, но карты доставляют также по всей России. Причем рабочую карту иностранного банка вы получите всего за 1-3 дня по цене значительно меньше, чем поездка в другую страну для открытия счета. Сервис Visa Tut One не просто оформит вам карту, но еще и даст подробные инструкции на всех этапах открытия счета. И даже после получения карты Visa Tut One будет на связи, и вы всегда сможете обратиться в поддержку сервиса. Так что, если вы решили оформить карту зарубежного банка, переходите по ссылке в описании и читайте про условия. Там много разных вариантов. По цене, по способам пополнения, по используемой валюте. Можно подобрать карту под свои задачи, а с промокодом CATS будет дополнительный бонус – скидка в 5%. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Мы много раз говорили, но давайте еще раз вспомним ключевую разницу между телевизором и интернетом. Телевизор, он как школа. Ученики никак не могут повлиять на то, что говорит учитель у доски. У них роль пассивного слушателя. Интернет же, он как библиотека. Какая книга будет взята с полки, это всецело зависит от читателя. Интернет так устроен, что у каждого он свой. Описывая свой интернет, мы описываем самих себя. Смотрим в зеркало. Кто-то в этом зеркале видит научную библиотеку, кто-то площадку политических дискуссий, у кого-то это домашний кинотеатр, а у кого-то склад порнухи. Интернет создают люди, которые его потребляют. Телевизор создают те, кто контролирует каналы. Телевизор может сделать из никому и ничем неизвестного серого чиновника президента и отца нации. Телевизор может внушить всем, что тема, о которой они впервые слышат, главная проблема в их жизни. Большинство звезд телевизора – это звезды по назначению. Любой человек, которого показывают в прайм-тайм – известный ведущий. Любой певец, чьи песни ставят в ротации, который кочует из передачи в передачу со своим ценным мнением о вакцинах – суперзвезда. Любой сюжет, насколько бы вымышленным и высосанным из пальца он ни был, просто от бесконечного повторения, которого телезритель никак не сможет избежать, становится реальным. Людям кажется, что они всю жизнь спать не могли, только о терзаемом бандеровцами Донбассе и думали. В другую сторону работает так же. Если завтра Владимир Соловьев впадет в немилость, если перестанет принудительно приходить в десятки миллионов домов каждый вечер, как его звали, все забудут через месяц.
А если свернуть по случаю прихода новой администрации пропаганду ненависти к США, уже спустя пару месяцев соцопросы покажут, что Америка нам не такой уж и враг. Задача максимум – сделать интернет абсолютно выхолощенным. Сделать так, чтобы новость, которая не нравится государству, не блокировалась, не становилась основанием для преследования, не ложилась в основу уголовного дела, но чтобы такой новости просто не было вовсе. Чтобы горящая токсичная свалка где-нибудь в Подмосковье просто не попадала ни в одну ленту. Тогда ее никто и не репостнет. Когда государство решит повоевать с очередным международным картелем ЛГБТ, абсолютно плевать, что вы подписаны только на выкройки к сарафанам. Весь мир в вашей ленте начнет охоту на зловредных геев. Когда талантливая дочь высокопоставленного отца впадет в иллюзии о своих вокальных данных, спасут вас только беруши. Когда Ротенберги купят фабрику табуреток, окажется, что найти на маркетплейсе табуретку другого производства сложнее, чем самим сколотить свою. В идеальном мире, которого власти пытаются достичь, популярный блогер, инфлюенсер – это не личное достижение и не результат того, что ты смог привлечь аудиторию. Это официальный статус, должность, которую можно выдать, а можно забрать. ВК в том виде, в котором его пытаются реализовать, это такая степень контроля публичной сферы, какую не достичь никакими репрессиями. Репрессии – дело индивидуальное. Репрессии против каждого большого публичного человека наносят ущерб тем, кто репрессирует. Все-таки, когда государство называет Бориса Акунина, одного из главных современных русских писателей, экстремистом, то выглядит тут плохо государство, а не Акунин. Совсем другое дело, когда человека можно реально отменить одним нажатием кнопки. Отменить не в том смысле слова, в котором его понимают в Твиттере, но сделать так, чтобы, судя по информации в интернете, неугодный человек, как публичное лицо, просто никогда не рождался. Его книг, песен, фильмов, интервью, обзоров на смартфоны, товаров его компании в магазине – всего этого просто не станет в один миг, и как будто этого всего никогда и не было. Это то, как должно все работать с точки зрения российского государства. Китайский интернет, как он есть. Где если Винни-Пух похож на Си Цзиньпиня, то никакого Винни-Пуха никогда не было. Никакого Алана Милна, написавшего сказку о нем, не было никогда. А кто вспомнит, что были, тот будет ходить как тигра в полосатой робе. Но тут есть важный момент. Не стоит путать то, что режим хочет и имеет в виду сделать, и то, на что он способен на самом деле. Повторим тут то, что сказали в самом начале. Война российского государства с интернетом продолжается 13 лет. Вот ровно такую байку, как мы вам тут описали, государству все эти годы продавали самые разные шарашкины конторы меньшего или большего масштаба. При каждом обострении, начиная все с тех же протестов 11-12 годов, продолжая Крымом, охотой за Навальным и нынешней войной, выстраивается целая шеренга отборного жулья. Все они обещают государству в разных формулировках одно и то же – превратить интернет в телевизор. Но начинать разговор всегда хочет с бюджетных миллиардов. История с ВК тоже, мягко говоря, началась не вчера. Стойкие слухи о блокировке Ютуба и большие работы над ВК-видео берут свое начало как минимум с последнего довоенного 21 года. Все время, что идет война, мы с вами находимся в мире, где существует государственная, убыточная, дотационная из бюджета социальная платформа. За это время ВК стал де-факто монополистом в доступной без VPN дистрибуции контента. Помимо ВК-видео, которое явно в глазах государства гораздо успешнее Рутуба и всех прочих потребителей бюджетных денег, ВК в результате обмена активами получил от Яндекса Дзен, который, правда, немедленно перестал посещаться. ВК потратил на скупку контент-мейкеров столько, сколько никто и никогда на нашем рынке не тратил. Скупил всех звезд, готовых брать деньги, в надежде, что те приведут за собой аудиторию. Вообще-то это была важная политическая задача, которую начисто провалили. Вся задумка была в том, чтобы к моменту, когда Ютубу решат открутить голову, на нем просто было бы нечего смотреть. В итоге инфлюенсеры с большой благодарностью забрали мешок государственных денег, и как только кабальный контракт закончился, счастливо вернулись обратно на YouTube. Потому что никакие деньги не заменят отсутствие аудитории и понятные правила игры. А то, что вы сначала за страшные деньги покупаете шоу «Что было дальше», а потом обнаруживаете, что там матерятся и в страхе все сносите, ну так государственный бизнес он такой. Даже в случае с мессенджером. Это ведь не первый заход ВК с начала войны. Все уже забыли, как забывают о любых таких проектах, как только на них прекращают воровать.
Но после начала войны ВК вспомнил, что у него, оказывается, есть ICQ. Вспомнили про сервис, который был абсолютным монополистом и гегемоном. И который сам же ВК, в то время звавшийся Mail.ru, угробил своим последовательным эффективным менеджментом. Причем угробил не в пользу каких-то конкурентов. Мессенджером просто стало невозможно пользоваться. На втором же круге ICQ сделали редизайн, который пиксель в пиксель повторял Telegram. Всему миру рассказали, что у них там 11 миллионов ежемесячных пользователей, которых никто так и не видел. И, в общем, тогда, в далеком уже 22 году, предполагалось, что ICQ станет той сущностью, куда государство дрыном всех пользователей враждебных мессенджеров загонит. И предполагалось целых 2 недели, пока офигевшее от войны общество шутило нервные шутки о том, что 2007 год им все-таки вернули. Таким образом, за не слишком продолжительный период это уже второй анонс ВК о своих амбициях вытеснить и Telegram, и WhatsApp. А на самом деле даже третий, если вспомнить еще и о Mail.ru агенте, которые тоже ненадолго доставали из чулана. Понятно, что у ВК амбиция стать Рунетом целиком. Понятно, что у государства амбиции иметь такого монстра. Только реализуется это пока не как большая государственная политика, а как весьма привычный мегапроект по освоению бюджетных средств. И тому есть причины. Во-первых, российский интернет не китайский. Китайский интернет значительно изолирован от внешнего мира, построен вокруг нескольких мегасервисов, и в таком виде он создавался с самого начала. Чему существенно помогало несколько простых обстоятельств. Во-первых, Китай сам по себе гигантский. Это рынок на 1,5 миллиарда человек, где действительно может существовать замкнутый на себя интернет. Еще помогало то, что никто других сервисов особенно-то и не знал, и потому не особо-то искал, как ими пользоваться. Во-вторых, амбиции государства и начальства ВК только звучат солидарно. На самом деле они разные. Менеджерам госкомпаний не важен результат. Они властители процесса. Борьба за суверенный интернет делает их феноменально богатыми. У них нет задачи заработать прибыль, у них есть задача сидеть на финансовых потоках, и они вполне успешно с этим справляются. В-третьих, ВК в России и близко не Роснефть. В России нет монополии в интернете. Есть очень много игроков, в том числе довольно влиятельных, которые заинтересованы, чтобы российский интернет оставался конкурентным и чтобы никакой один монстр не мог всех поглотить. У нас есть довольно влиятельный и могущественный Яндекс со своими многочисленными сервисами. Есть большие маркетплейсы Озон и Wildberries, за которыми, как мы могли убедиться, стоят совсем не последние люди. В конечном итоге людей, желающих сидеть на финансовых потоках импортозамещения, у нас тоже много. Причем люди эти не с улицы пришли. За потоки эти идет постоянная борьба, следы которой мы замечаем по уголовным делам. Россия – это система, состоящая из самого разного рода кланов и групп интересов, каждый из которых заинтересован в бюджетных деньгах. Но главное, заинтересован в том, чтобы все остальные провалились. Нет никакой начальственной воли, которая проходит сверху вниз, как радиоволна. Тем, кто осваивает огромные бюджеты на пропаганду в Телеграме, совершенно неинтересно, чтобы тут возник монопольный и централизованный канал ее распространения. Тем, кто хочет государству продать Рутуб, неинтересно, чтобы преуспел ВК-видео и так далее. Хорошо ли это? Очень хорошо. Именно потому, что все устроено вот так, вся хитромудрая схема по созданию суверенного интернета, которая предполагала вытеснение западных сервисов, скупку контент-мейкеров, зацикливание всего трафика на себе, вся схема свелась к банальным блокировкам. К блокировкам, которые все, кому нужно, обходят, а значит, они не выполняют своей главной функции. Ведь главная функция – не привлечь всех пиратским кино в ВК, нагоняя ему трафик. Главная функция – контроль дискуссии, контроль общественной повестки. И с этим они не справляются. Не происходит такого, что кто-то решил, будто Максима Каца не нужно смотреть, и я медийно просто исчез. Наоборот, мои зрители остаются со мной, да и новые исправно появляются. Вывод сегодня будет не очень сложный. Да, интернет – органический враг режимов типа нашего. Погром интернета – это то, чем будут заниматься до последнего. Но и сам российский интернет, созданный очень талантливыми людьми во времена большой свободы, и архитектура российского режима, где война за бюджетные средства гораздо важнее любых государственных задач, делают эту задачу почти невыполнимой. Безусловно, российским гражданам могут и будут гадить, будут ломать интернет. Но чтобы построить китайский интернет, нужно уметь строить, а это задача другого масштаба и специфики. До завтра.